Короче, ребята, номера уходят в зрительный зал, конфискуют. Что такое? Опять нарушил, да? Но пошли навстречу, вроде бы не штрафанут. And three times 1 year change oil, 14,000. Ounce. Yes, only 6,000 pounds plus minus per year fuel. Чего, блядь? Hello again, my friends. Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами, как и обещал, съездим в центр, покажу вам платную зону, что такое въезд и почем он происходит. Также поговорим о зоне Улейц. Что такое Улейц? Это зона въезда, борьбы с экологией, атмосферного выхлопа туда-сюда. То есть старый дизель туда не въезжает. Об этой зоне я вам тоже расскажу, покажу. Плюс-минус расскажу, какой уже автомобиль вроде бы банан, но уже не въезжает в ту зону. И еще мы, наверное, с вами, ребята, поедем, отправимся, скорее всего, на метро, потому что если мы поедем на автомобиле, это будет сумасшедшая длинная дорога. А в метро, я думаю, будет даже интереснее, и вы посмотрите атмосферу метро. Но еще одно хочу сказать, за 8-9 лет проживания в Лондоне я всего лишь 3 раза был в метро, 2 раза без них было успешных, это я был с дочерью. 1 раз был неудачный, и я вышел на небо, как говорится, и уехал домой на такси. Сегодня я подготовился, наверное, не будет такого опыта, как в последний раз. Так что поехали, будет интересно. А сейчас я вам покажу, как я подготовился. Итак, друзья, начнем. Так, я с собой в мой трип, адвентуре, это все, это типа называется путешествие, развлечение, все такое. Взял лайтер, лантер, это типа фонарик. Взял с собой также Powerbank, он на всех языках Powerbank. Взял, записывайте, тушенка, наверное, скорее всего. Паста, они же макароны, пенсил. Наверное, пенсил, блядь, скорее всего, или пин, или пенсил, ну что-то такое. Также бук, hot dress, я думаю, это называется, это теплые вещи, ребята. Стул. A table. Waterproof jacket. Это, ребята, надо будет в рюкзак, мало ли. Это называется rope, guys. Матрас. And спички. Матчес. Вот это, ребята, мы с вами... стоп. И еще взял не замерзайку. Она же у них поджигайка. Но почему-то она называется виски. Это не реклама, но надо быть готовым. Так что, ребята, думаю, будет интересно. Погнали. Другая станция находится вот там, через дорогу. Но там уже, ребятки, совершенно другая сказка. То есть, вот это вот, смотрите, как здесь. А только переходишь дорогу, и там уже другой город, можно сказать. Свои запахи, своя музыка, ну и контингент. Смотри, законопослушные мы все на красный, как левой. Раз, два. Все нормально. Что-то строят, что-то ломают. Вот так. Тоже заброшенки, кусочки земли. Если захочешь что-то сказать, выключишь, скажешь папа. Но я попробую сам разобраться. Ну, это довольно-таки новая станция, год как, может, открылась, 1,5. Сейчас, ребята, мы разберемся, куда нам идти, и будет все нормально.
Вот, будь здоров, мужчина. То есть получается вот такие узенькие проходики. Понимаете, что тут творится в час пик? Ребята, нам с района Сити аэропорт Улвич надо попасть в Сити-центр. Тут еще, короче, на одну ветку могут приезжать два совершенно разных поезда. Вот в чем дело. Блин, блинский, блядь. Лондон-Бридж. Во, нам сюда надо, точно. Лондон-Бридж. Это все яхтсмены, владельцы пароходов, заводов. Видишь, он как зевает. Думаю, сейчас зашпилю в гольф. Это все они, ребята, все они. Sorry, sir. This going to the bank station. Thanks. Thank you. I try to wait there 10 minutes. Hey, we can. Thank you very much. Все, разобрались. Так что, оказывается, мы попали в нужный вагон. Шаланды полные кефали. Поговорим потом, когда он уйдет, громкоговоритель. Споем, может, им что-нибудь, чтобы дорога короче казалась. Да, это напоминает, как ездил в молодости на работу каждое утро, вечер. Ну вот тут в окошко так заглянул, сказал hello, hello. Или тебе показали средний палец, и ты не можешь ничего сделать. Ну, в принципе, знаешь, где он живет. Да, всех можешь тут пересчитать. Вот спальня-то, хоп, заглянул кому-то, думаешь, да, шикарно я живу. Пока льет дождик, подождем. Ну, я думаю, минут 15-20 он должен прекратиться. Зачем мы ехали сюда? Если ты хочешь попасть в центр дешево или бесплатно, тогда жди вечера, дружище, либо банк холидей. Потому что только с 6 вечера до 7 утра, да, если я правильно понимаю, ты можешь воспользоваться бесплатным. А так будешь платить 12,50 всю дорогу. Вот отсюда начинается зона, тот центр. То есть уже ты будешь платить 12,50. Это если у тебя легковой автомобиль. Если у тебя коммерческий вэн, если я не ошибаюсь, там доходит до 150. Если у тебя грузовичок выше 8 тонн, то есть те, которые обслуживают маркеты, уже возят большие, то есть там уже доходит до 300. Но вот так вот выделяется знак Congestion Charging, блядь, короче, вы меня поняли. Вот это вот и есть знак. Изначально на дороге помечается разметкой по мере приближения к этому знаку. После этого ты попадаешь в зону жопа. Вот это 100%, хотя даже у него номера 72-й, но это двухлетняя машина, но она все равно, вот этот центр платят все. Абсолютно все, несмотря на старый дизель, новый бензин или причитающиеся другие какие-то пункты. Раз уж мы оказались здесь, я вас быстренько на мостик свожу, покажу и побежим обратно. Alright? Блять, в лужу наступил. Тут движуха, как обычно, в центре. И голоса слышите, только английский. Результатов. Да, я тебя понял. Я тебя понял, друг. Вот Джеки Чан. Еще мадам. Еще сестра Чакаборти. Ну вот здесь интересно получается. Это как в сказке у царя Салтана.
Да, там. Вот это вот тут камень, да? Прямо попадешь, сразу попадешь, короче. Вот туда шанс свалить и на круговую. Либо на Лондон-Бридж и уехать обратно в Освояси. Но проезжая прямо, потеряешь, короче, 12.50 дзынь. По мере приближения к платной зоне сначала ты встречаешь разметку, также встречаются знаки, ну и уже перед последним светофором есть шанс свалить. Так, друзья, теперь надо попасть домой. Excuse me, guys, my phone not have SIM, I not have internet. You can check one of station where I need to go. Oh, it's Russian. How you know? Just I'm Polish, so Ah. it looks. Полежаевская station. What is show? Moscow. How many days I need to? Thank you for help, guys. That's all right. Ребята, я извиняюсь, до Полежаевской далеко еще? Я вам говорил, что кого-то мы встретим. Я кого не спрашивал, когда Полежаевская, не забивали адресы, не понимали. Полежаевская стейшн. Он отбивает. Все же знают, что это следующая станция. А, следующее, все, ребята, все нормально, я не потерян, скоро буду дома. Всё. Друзья, все ровно. Я дома. Я просто не знал, что тут что-то такие еще выходы на другие станции, на другие поезда какие-то. Но я узнаю. Все нормально, не переживайте за меня. Скоро я буду у машины. Ух. Не, метро больше я не. Получается, друзья, около моего домика вот станция Elizabeth Line и Royal Arsenal. Короче, две станции. Когда-то мечтал, чтобы станция была рядом. Это, даже завидовал, кто рядом со станцией живет, спустился, и ты сразу на станции. Emotional damage, короче, испытал сегодня. Ну, все для вас, ребята, все для вас. Ну что, ребята, вот дошли теперь мы до моего паровоза. И уже поедем к тому следующему знаку. Как далеко я уеду? Бесплатно, да? То есть, опять же, смотря куда у тебя направление. Если у тебя все завязано под центр или около центра, то есть зона Лондона, то, скорее всего, тебе в ту сторону. А если тебе в ту сторону, то у тебя должен быть или бензин, или электричка, или минимум Евро-6. Я думаю, перед кругом следующий знак уже будет предупреждать, что, дружище, со старым дизелем приготовь денежку. Также это распространяется и на коммерческий транспорт. То есть, опять же, чем больше тоннаж, тем дороже, чем больше выхлопы. То есть, опять же, доходит колеблется до 100, от 100 до 300-200 за big car. И опять же 12.50 будешь платить каждый день, если у тебя Евро-6. Но, друзья, я вот, зона Энс, вы видели, да, сейчас? То есть сейчас начнется Emission Zone, чтобы вы, друзья, были готовы. Вот она, друзья. Видите? Вот это вот и есть у нас Emission Zone. То есть, кто едет дальше, уже автоматически попадает под камеру и платит. О, здесь кого-то уже пакуют. Или тормознули уже.
Да, 100% ко мне. Ну и будем ждать, что у нас новенького. Тоже точно за принтовку номеров. Hello, mate, you alright? Hello, yes, The only reason is the engine off as well, by the way, sorry. yep. Quite perfect, thank you very much. The main reason we pulled you over is because obviously the space in your number plate and the tinting of it. So we just thought we'd do some routine checks because of that. Guys, yeah, I'm just only 2 days ago paid. Why I'm print here, sir? Инспектор Зыкин. One second. Здравствуйте. Так точно. you Попрошу said you ваше paid this водительское one, yeah? удостоверение. I'm paid this 2 times more. Fine. Just 1 second, I'm show and explain what happening. Just 1 second. Okay. Короче, ребята, номера уходят в зрительный зал, конфискуют. Что такое? Опять нарушил, да? Но пошли навстречу, вроде бы не штрафанут. Посмотрим. Ставим оригинал. Oh, With the cars. is it your channel? Yeah. Oh, nice, nice. Это что же, вы так талон и не вынули из упаковки? Review with the cars. And how much spent for 1 year with the car. I'm calculate fuel, brake pads, tires, no tires next month. Вот смотрите. Он, видите, стриж? Он летит. Видите? Ну? А вон воробей чирикает. Вон. Вот вы будете требовать от стрижа, чтобы он летал как воробей, а от воробья, чтобы он летал как стриж? Будете или нет? Ну скажите, будете требовать или нет? От стрижа? Ну, от стрижа. Нет, товарищ Петронов, в правилах пункт 9. Понял? 1. Понял? Все понял? Insurance 3,000 half. And 3 times 1 year change oil 14,000. Pounds. Yes. Only 6,000 pounds plus minus per year fuel. How many miles to do? No, I'm 3 times per year change oil. Thank you, thank you. Okay, what is your name? I'm Russian. No more key miles, more stay in the traffic and more hours. Especially in London. Yes, sir. Ой, Анжелка обрадуется сегодня опять моя. Друзья, чтобы на наглядном примере объяснить вам, что такое эмиссион зона, лейс-зона. К примеру, если ты молодой пацан и у тебя в голове только один банан, потому что работая 2-3 месяца, зарплата позволяет тебе приобрести вот такой вот банан. Либо вот такой вот банан. Даже можно приобрести вот такой Land Rover. Но если 7-8 месяцев потерпеть, то можно и вот такой вот Красавелла взять. Но ты должен сразу понимать, что въезд в эту зону, в Лондон, ты будешь платить сразу 15 фунтов. И если нужен еще центр, но это будут уже платить все 15. То есть 15 фунтов в день за старый дизель, хотя совершенно актуальный автомобиль. Ну что, френды, можем подвести итог. Подведем и подчеркнем самое интересное. Зона центр, то есть получается у нас платный въезд уже 15 фунтов. У Лейс старый дизель еще 15, это уже 30, подорожало, я думал, 12,50. Зона в центре поменьше, то есть окружность Лондон практически весь уже стал у Лейс. Метро, ребята, 3,20 начинается поездка и заканчивается уже от зоны, то есть может накрутить до 8-7, ну плюс-минус средняя поездка выходит от зоны в зону, с замкадья плюс-минус в город с пересадками в среднем 4-5 фунтов. Я думаю, следующую серию, ребята, я вам хотел бы рассказать про номера. Поедем на сервис, принтанем номера, которые должны быть снова с нормальным спейсом здесь и затонируем. И снова приклеим, да? То есть в следующей серии, ребята, у нас будет все уже о номерах, о именных номерах, о ценах на номера. Ну и все. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока. Еще одно экстренное включение. В метро не пригодилась тушеночка, можем разыграть среди подписчиков. Тушенка. Remember?